Всем привет! Это видео я хотела бы посвятить психологической подготовке к длительному кормлению. Я думаю, никому не стоит объяснять долго, что женское молоко — это самое лучшее питание для ребенка. Самое правильное, с самых первых дней и вплоть, как минимум до года, это прям прекрасный источник всех полезных веществ. Он укрепляет иммунитет и делает вашего ребенка неуязвимым к различным внешним факторам, которые могут повредить ему, к инфекциям, ко всему, в общем. К тому же ваше молоко грудное, оно меняется в зависимости от потребностей, возрастных потребностей вашего малыша. Итак, как же сделать, чтобы грудное вскармливание было как можно дольше, как можно более длительным? То есть наша задача как минимум год. Сейчас Всемирная организация здравоохранения поставила рамки, что грудью нужно кормить женщины до 2 лет. То есть, мы как видим, этот процесс длительный и максимально эффективный, то есть чтобы много было молока. Первое, что вы должны запомнить, это настрой. Наш организм регулируется нейрогуморальной системой. То есть все процессы — это наши нервы, это наш настрой, это то, что мы думаем, наши страхи, и это гормоны. И это настолько тесная связь, что вот эта нервная система, она может вплоть до того, подавить систему гормональную. И если мы чего-то боимся, если мы чего-то не хотим, допустим, есть женщины, которые не хотят кормить грудью, или боятся, что у них молоко пропадет и так далее. Это настолько играет важную роль, что наши страхи, что наши эти все нервы, переживания, они могут заблокировать гормон, который стимулирует секрецию. Поэтому первое. Мы настраиваемся на долгое грудное вскармливание. Каким образом это можно сделать? Уже во время беременности мы про себя можем начать проговаривать: я здоровая женщина, я, во-первых, благополучно рожу своего ребенка, без различных осложнений, рожу здорового ребенка, без осложнений у малыша, и буду долго кормить его грудью. Вы можете составить свое какое-то утверждение, такое полностью позитивное, без различных частиц «не», без отрицания, что я не боюсь кормить грудью. Такого не должно быть. Я буду кормить грудью долго. И проговаривать по 10-15 минут утром, когда вы проснулись, например, в течение дня, когда вспомнили об этом, и вечером перед сном. В таком случае вы психологически, эту нервную нашу часть подготовите к тому, что вы настроены на благоприятный исход родов и на грудное вскармливание. Второй момент. Есть эти страхи, я допустим, буду кормить грудью, но вдруг у меня будет мало молока. Дорогие мои девочки, запомните, ваш организм способен выработать столько молока, сколько требуется вашему малышу. Это прям аксиома, это вы должны прям запомнить и затвердить как прописную истину. Если ваш малыш хочет кушать, он допустим, вы приложите его к груди, он будет сосать вашу грудь, он разработает любую грудь, любого размера, размер здесь не имеет значения, до тех объемов выработки молока, которые ему необходимы. Сейчас вся индустрия этого искусственного питания посредством рекламы и так далее настраивает женщин на то, что у них может не хватать молока. Затем этому также способствуют и медики с той стороны, что, допустим, если ваш малыш маленькая прибавка, вы наверняка слышали, если интересуетесь этой темой, то начинают вводить различные докормы, искусственные смеси и так далее. Этого не нужно делать. Ваш ребенок в течение недели, если вы будете
кормить его по требованию, да, если первое прикладывание уже будет совершено там в родзале в первые полчаса, если вы будете малыша кормить тогда, когда он захочет, ваш малыш рассосет вашу грудь настолько, насколько ему это требуется. То есть вот у вас просто как бы физически не может быть мало молока. Это невозможно. Если у вас есть грудь, то есть она там не удалена, да, хирургически и так далее. Если у вас нету какой-то там серьезной женской патологии, при которой у вас там искусственное оплодотворение было, да, то есть системные такие проблемы у женщин, при котором она сама не может забеременеть. Если вы сами забеременели без помощи врачей, если роды у вас прошли успешно, если в родзале у вас сразу же малыша приложили к груди, я даю вам 100% гарантию, что у вас достаточно молока для вашего ребенка. Поэтому ничего не боимся, психологически настраиваемся на то, что мы будем кормить долго, используя ключевые наши слова, даем толчок нашей нервной системе, а она, в свою очередь, будет давать толчок нашим гормонам. И ваше молоко, самое идеальное для вашего малыша, будет в достаточном количестве, вы будете кормить его, и все у вас будет в порядке. Поэтому настраивайтесь на грудное вскармливание и ничего не бойтесь. Всего вам доброго!